Так, всем доброй ночи. Выбрала нарочно это время, чтобы не толкали здесь, наступая друг другу на пятки и орали. Вот мне вот это приснилось, а вот то приснилось. Поэтому спокойно с вами проведем этот прямой эфир, надеюсь. Дорогие друзья, что такое сны? О снах я уже снимала несколько роликов, точнее о сновидениях. Сновидения могут быть просто продолжением дня. То есть мозг перерабатывает ту информацию, которую за день услышал, узнал. Кроме того, наш слух, наши органы чувствительности и так далее, они все время, доброй ночи, они все время берут у Вселенной информацию. Мы и во сне слышим звуки, мы берем информацию, дорогие друзья, все время. Некоторые люди погружаются в сон, некоторые спят очень чутко. Но и те, и иные погружаются во все эти эм, периоды сна, которые описывают ученые в том числе. Есть стадия глубокого сна, когда у нас выходит душа. Вот я уже говорила о том, что если человек делает эксперименты, выходы в астральные миры, он может обратно не вернуться. Потому что в астральных мирах не так просто и легко все, чтобы вы просто что-то начитали. Там различные медитации, различные эти всякие техники предлагаются, чтобы выйти в астральный мир. Дорогие друзья, я знала людей, которые после возвращения из астральных миров, вот после таких вот экспериментов, у них снесло крышу, они не узнавали людей. Некоторые из них превращались в растения. По-моему, в Ростове, кажется, в 90-х годов, да, была девушка, которая выигрывала все конкурсы красоты, очень красивая девушка. Знаете, какая она сейчас? В ней сейчас, наверное, килограммов 200. Вот сидит как дебил просто. Ну, это термин медицинский. Доброй ночи, Илон. Дебил. Просто отключенный растение. Ее одевают, ей там, здравствуйте, Марк, моют ноги, значит, платок надевают, целыми днями тащут в храм в надежде, что там что-то прояснится, может быть, вернется обратно. А чего так случилось? Вот эти все игры с астральными мирами и так далее, потому что у нее потом в комнате обнаружили огромное количество. Ой, господи, иди со своим мужиком там дальше, Наталья, пошла вон отсюда. Все эти, блин, писькострадалицы, как меня достали, ей-богу. О чем вообще тема, они бегут. Ой, мужик от меня уходит, помогите, спасите, что мне делать? Иди мойся лишний раз и несколько книг побольше читай, потому что иногда смотришь, такие дуры, думаю, если бы я была мужиком, я бы еще быстрее от вас убежала. Как же он так выдержал столько времени? Так вот, э, вот эти игры с астральными мирами, они привели к тому, что у человека разум отняли. Просто отняли разум. Дорогие друзья, есть моменты, у меня бывали моменты, даже за рулем несколько раз были моменты очень опасные. Сейчас объясню, что ты, у них мужик убежал, им не до сна сейчас, Илона. Срочно вернуть надо. Ужас какой-то. Здравствуйте. Опять сбили меня эти овцы. Кто про что, а дуры про хэ. Господи, как тот Дедушка Мороз, подарите им вибраторы, что ли. Еще и Пуся меня отвлекает. Сейчас, секунду. Да, все, иди, Пуся, по своим делам. Но поскольку я человек немножко другого, да, типа, мало того, что это идет по наследству у ведьм, это еще и нужно развивать дальше в себе, если это у тебя дано. Доброй ночи. Вот момент недавно я вам рассказывала, когда я говорю, на МКАДе проезжали, и авария была очень страшная. И мы проезжали друг за другом просто.
когда проезжали мимо вот этих машин, там такой был жар. Прям, знаете, ощущение, как будто через машину, закрытую машину, просто жар почувствовал, вот этот жар. Ну, взрывалась машина, нужно было быстрее проехать. Но до того, как туда дойти, я уже поняла, что там наверняка авария, поэтому мы стоим. МКАД – это такое дело всегда. И на секунду мне показалось, что я хотя как бы нормально стояла, нажала на педаль тормоза, как и все, но мне почему-то показалось, что я еду обратно. Вот бывает у водителей, бывает такой момент, чувство, что ты едешь обратно. И это такой жуткий страх внутри, вот все сжимает, потому что ты понимаешь, что как бы ты стоишь на месте, но ощущение, что ты уходишь куда-то, назад едешь, понимаете? И я думаю, блин, я сейчас кого-нибудь тут столкну, что-нибудь сделаю. Но я стою, я вижу, что я нажимаю на этот тормоз долбанный. А как же я чувствую, что я еду обратно? Почему так? Что это? Это выход из тела. Такое бывает. Но просто у меня было много раз такое, но не в машине. Потому что в машине это жуткое чувство. Когда ты стоишь, и ощущение, как будто, знаете, как картину от тебя отдаляют. Вот ты стоишь на месте, и чувство такое, как будто ты обратно идешь, стоя на месте. Но когда ты в машине это чувствуешь, конечно, жуткое чувство, ужасающее жуткое чувство, и прям холодеет все, потому что ты, ну, понимаешь, что ты едешь обратно. Сидя на месте, ты едешь обратно, но ты никуда не едешь, ничего ты там не происходит. Я, значит, поставила на парковку, там нажала и поворачиваю голову смотреть. Люди не пострадали, там посмотрела через окна, на меня как так посмотрели странно, мол, что она там, нормально стояли, как все. И я поняла, почему это произошло. Мы попали в какую-то воронку, дорогие друзья. И вот именно в этом месте, вот в этом треугольнике, есть в МКАДе такой треугольник, чуть дальше от Варшавки. Вот заезжайте в Варшавку, это так, предупреждение. Минут 10-15 едете по Варшавке, и вы попадаете в эту воронку. Основное количество аварий случается именно там. Но поскольку я никогда сама, ну, за рулем не ехала, ездила, но не по МКАДу, так баловалась. Я начала думать, почему так произошло, почему именно в этом месте у меня это состояние было. Когда мы уже проехали эту аварию, все такое. Да, да, да. Нет, это не поток трогается. Там поток не трогался по бокам абсолютно. Поток стоял, как стояли все. И я изучила это место. Оказалось, что вот это место на Варшавке, минут 15 от нас вот едешь. Привет, Ян, ты не спишь. Я думала, ты отдохнешь чуть-чуть, а ты тут как тут. Люди же думают, что у нас все сыпется с небес, а то, что мы работаем как мазандаранские ишаки, никто же не думает там. Никому это не надо думать. Зачем? Все нам просто так дается бесплатно. С неба сыпется прямо мешками. Так вот, на этом месте, дорогие друзья, была старинная могила. И вот эту старинную могилу, значит, сравняли с землей, когда строили МКАД, эту дорогу. И построили прямо на этом кладбище отрезок Варшавки. Вот почему на этом месте все время они берут жертву. Я вам говорю еще раз, люди неразумные, они должны задумываться, что если они затрагивают такие страшные места, когда люди говорят, места силы, вот мы поедем в места силы, вы думаете, вы поедете на места силы, и вы там сильные станете? Места силы не всегда безопасны для людей. Места силы означает обиталище духов. А все ли духи рады вашему присутствию? Вы знаете, что места силы могут быть очень даже гиблые места. Так вот, вот этот отрезок, значит, построен на старинном кладбище. И именно там все время они берут жертву. Вот это ощущение астрала, которое вы все время говорите. Астрал, знаете, выход в астрал, не нужно никого учить этого. Мы выходим в астрал каждую ночь во сне. Что такое сон? Наш организм живой.
наше ментальное тело живое. То есть откройте, посмотрите, пожалуйста, душа, дух, тело плюс дух равно душа. Нет, тело, дух, душа и жизнь, человек. Дух, сила жизни остается внутри нас. Но душа выходит в астральные миры. Когда мы спим, с нами выходит некая сила, которая нас сопровождает в эти астральные миры. Когда у нас ощущение, что мы падаем со скалы, с какой-то высоты, и вот прям резко вздрагиваем во сне, у всех это было. Ощущение, как будто мы падаем. Даже мы повернулись чуть-чуть к подушке, но чувство такое, как будто мы упали прямо хрен знает откуда. Мы вскакиваем. От чего это? Я уже объясняла. Это говорит о том, что за вашей душой охотятся. Особенно такое бывает в тот момент, когда в вашей жизни так, этого Максима выкидывай отсюда. Особенно в тот момент в жизни, когда у вас особая паника, особое внутреннее состояние, трясучка, тяжело. Вот в эти моменты вы постоянно просыпаетесь от того, что вы откуда-то падаете. Или сонный паралич. На вас наваливается, начинает душить, прижимать. Почему совпадает это все? Потому что если на вашу душу устроена охота, если вам отправляют черные силы, если вам пытаются делать порчи и так далее, это значит, за вашей душой охотятся определенные силы. И вы, когда спите, и ваша душа свободно выходит в свое путешествие по астральным мирам, как раз вот эти направленные к вам черные силы за вами идут, пытаясь вас схватить. И единственное место, куда вы можете спрятаться, это ваше тело. Вы падаете в свое тело, все, вы в безопасности. И вот такие тревожные сны, кошмары, какие-то жуткие состояния, все время это говорит о нехорошем в вашей жизни, о том, что все же вас преследует. Доброй ночи. Ой. Я только что объяснила, почему охотиться. Я сказала, в тот момент, когда вам наводят что-то, либо человеческая зависть, ненависть настолько сгустилась, что вот эти вот посылы идут в вашу сторону, в этот момент ваш сон самый тревожный. Обращайте на это внимание. Как только начинаются кошмары, как только начинаются тревоги, внутренние страхи, это говорит о чем-то. Дальше. Люди говорят, что самая лучшая смерть – это смерть во сне. Да? Мол, такая прекрасная смерть, даже человек не понял, что умер. Это страшная смерть, значит, душу не пустили обратно. А он будет мучиться все время, потому что он не понял, не осознал своей смерти. Он просто лег уснуть, особенно если это был молодой человек. Есть такой синдром внезапной смерти, о котором ученые говорят и не могут объяснить. Вот человек абсолютно здоровый, лег и отключился, умер, все, его не стало. Вот это и есть, скажем так, синдром внезапной смерти, это и есть душу захватили в плен. Потом такие люди, которые во сне умерли, они все время снятся родственникам, они не дают им покоя, они все время говорят, почему ты меня похоронил, почему ты меня живьем похоронил, я же спал, я же и так далее. И некоторые люди начинают очень переживать, очень как бы внутри себя вот, пожалуйста. Может быть, от перезагрузки, может быть, от счастья, что вот дочь выходит замуж, вот чрезмерного такого подъема сил, его душа настолько высоко полетела от счастья во сне, что обратно его не пустили, понимаете? Да, такое тоже может быть, всякое может быть. Могут быть видения, могут быть лица. Человек открывает глаза и видит перед своим лицом чужое лицо или темный сгусток и так далее. Так вот, дорогие друзья, об этом всем я уже рассказывала много раз, чтобы снова не говорить об этом, поскольку 100 раз уже просили, вот сны можно вот расшифровать, сны растолковать, что, о чем они. Сейчас я буду растолковывать сны, вы будете мне писать не Санта-Барбару, вот в том-то году мне приснился там какой-то дед Иннокентий, который мне что-то там сказал.
А именно четко и ясно, что за сон. Потому что многие люди узнают в вашем сне и свой сон где-то, да, и как бы и для них это будет подмогой. Сразу предупреждаю, если кто-нибудь посмеет под роликом написать свои сны, а вот что это значит, я сразу выкину черный список. Потому что все, что я говорю и на все, что отвечаю, я отвечаю в прямом эфире. Дальше я не захожу, не сижу и не пишу. Вы не можете понять, что я и так очень занята. Уделяю вам время, скажите спасибо. А то как начнут. Вчера я захожу, вот где предсказания на следующий год. Прям вот так и написано. Беларусь, Киргизстан, Туркменистан. Вы что, мать вашу, сидите в этом, в ресторане, что ли, заказы раздаете? Официант, давай мне вот это. Не здрасте, не... хотя бы скажите, пожалуйста, или ответьте, пожалуйста. Вы что это за загон, в конце концов? И вы хотите, чтобы я после этого вам отвечала, уважаемые люди? Удивляетесь. Я вам сказал, научитесь разговаривать по-человечески, культурно, нормально, как люди. Хотите спросить? Спрашиваем по-человечески. А не вот это вот. Украина, Беларусь. Что это вообще? Сны я буду расшифровывать ваши. Может быть, далеко не так, как все сонники мира. Потому что в основном вот значение снов я поняла, что самые правдивые, вот более всего, именно народная расшифровка снов и основное количество снов мне, как вам сказать, растолковывали мои родственники именно вот бабушкиной линии. То есть бабушки, ее сестры, наши соседки, еще знающие женщины. Вот это вот самая правдивая, самая настоящая правильная вот расшифровка снов, которую я вам приведу, и оно действительно совпадает полностью. Может быть, многие сонники или многие люди, которые писали, составляли свой сонник, оттуда и брали. Теперь начните спрашивать и ждите моего ответа. Когда я человеку отвечаю, значит, не пишите туда, не влезайте. Ждите, пока я отвечу человеку, потом дальше свой вопрос. Слушаю вас, Александр. Напишите ваш вопрос, пока вас не накрыли тут и не вынесли народной волной на берег. Хорошо, можно позже. Так, волна, кого-то там догоняет волна. Волна вообще в жизни, если волна светлая, если волна такая пенится, знаете, светлого цвета море, это значит, что будут некие волнения, некие такие хлопоты жизненные, но они к добру, то есть они для того, чтобы вы пошли вперед. Она вас ведет, как бы выносит на какой-то уровень. Если волна черная, вокруг темное небо, и знаете, как цунами, как, значит, не очень такая вот приятная обстановка, это значит, что в скором времени вас накроет вражда, вранье, ложь, коварство людей, и вы лишитесь того, что у вас есть. Вот к чему волна. Что машину увозит эвакуатор. Машину увозит эвакуатор, это значит, кто-либо внедряется в вашу жизнь, лезет в вашу жизнь и пытается очень много, значит, что за слово говно? Говно размажьте себе по лицу, Оксана. Это что за выражение вообще? Вы где находитесь? В лесу, что ли? И вы хотите, чтобы я вам сейчас ответила? Я вас сейчас пошлю. Будьте добры, не надо все сны, начиная с вашего детства. А те сны, которые вам запомнились, и от которых вы как бы вы хотите понять этот сон. Если увозят вашу машину или внезапно забрали у вас украшения там, и так далее, и вас это мучает, почему это произошло, я вам говорю, кто-то слишком интересуется вашей жизнью.
Кто-то что-то от вас хочет или хочет помешать вам в вашей жизни. Наверное. Так, которым я шла с кусками черного хлеба и удивилась, что люди меня в итоге я оставила. Куски черного хлеба вообще это стабильность. Черный хлеб это стабильность. Это твердо стоять на ногах. Хлеб, он кормит человека. Изначально хлеб был всегда черный, потому что люди потом научились очищать семена пшеницы. В те времена не было таких технологий. Они всегда были либо ржаные, либо черные. И, значит, хлеб черный – это стабильность в жизни. То есть это говорит о том, если человек о вас беспокоится, переживает, ей показали, что вы уже стабильно стоите на ногах. Так, руками, если во сне руками поймать большую живую рыбу, рыба – это сплетни. Это значит, ваши действия приведут к тому, что начнут вас обсуждать, осуждать, начнут строить козни и так далее. Мертвая рыба – это значит, что очень много коварных людей вокруг вас, очень много двуличных, которым вы чрезмерно доверяете, но их вот эти сплетни и грязные интриги ничего не дадут, потому что она вам мертвая приснилась. Но вас предупредили, что вы слишком открыты с окружающими людьми. Чего? Просыпаюсь все время ночью, это уже другое. Это ко снам не относится. То, что после смерти матери вы просыпаетесь, это другое. Это не очень хороший знак. Обычно, если так происходит, это значит, в семье еще кто-то уйдет в ближайшее время. Но это не ко снам относится, это относится совершенно к иному. Очень может быть, что проклятие семьи. Так, упала печная труба, отверстие потолка оборвалась, через комнату снегом занесло. Скажу, обычно такое снится к разводу. Если, знаете, печная труба, печь – это то, что согревает семью, то есть это семейный очаг. Если она рухнула, потолок рухнул, печная труба – это к разводу, к разрыву, к вашему или к ваших детей. Это не хороший сон. Это значит, тот очень хорошо старается. Так. Спасибо большое. Ну вот когда вы пишете «милое, очень нежное», это немножко напоминает, знаете, это комплимент от мужчины. Мужчина обычно на утро говорит: «Ты очень нежная со мной». Но когда люди пишут, что я очень нежная, ну ладно, пусть я буду нежная. Хотя я всегда думала, как же люди чувствуют, нежная я или не очень. Нет, я жесткость люблю. Ладно, давайте отвлечемся, Господи. Так, что еще? Если снится бывший парень, это не обязательно, что ваш бывший парень приносит эти несчастья. Это значит, что человек, который вам причинил боль, уже сущность принимает облик того, значит, сущность принимает облик того, кто вам причинил боль. И вот эти чувства боли, да, настолько свежи, что вы сразу же чувствуете, предчувствуете что-то нехорошее. То есть сущность поняла, каким образом до вас достучаться, показать того человека, который вам причинил боль. Видеть себя лысой очень плохо. Да, видеть себя лысой – это значит потерять очень, скажем так, очень нужные, ценные в жизни. Может быть, работа, может быть, имущество и так далее. Ну, вообще, ведьма снится хорошим переменам. Если уж я приснилась, это значит, что удар не такой будет страшный. Может быть, намек был на то, чтобы взять какой-нибудь ритуал, все-таки сделать для себя, чтобы немножко, ну, смягчить то, что вас ожидает. Но лысый это нехорошо, это потери в жизни.
Ну, видеть человека, который представился мужем, это чаще всего стражник, некая сила, которая приходит вас защищать. Как правило, они всегда говорят: я твой муж, или я стану твоим мужем, или вы себя видите в постели с другим человеком и спрашиваете, кто ты, он говорит: я твой муж. Понимаете, это стражник, это некая сила, которая к вам пришла для помощи, потом исчезнет, это не страшно. Который меня сильно любил, мы расстались очень давно, приспаться не хотелось. Но это что вы ожидаете, что я должна вам сказать? Это воспоминание, это не тот сон, который я должна вам расшифровать, понимаете? Снятся нам любимые, снятся нам ушедшие и так далее от тоски, от желания их видеть. Это ни о чем сон, это просто наши воспоминания, наша тоска, наши чувства. Вот и все. Элеонора, вы когда видели Господа и рай, вы там перед этим на грудь не приняли 100 грамм? Что-то вас в рай тянет, в те края. Видите, рай нехорошо, и Господа тоже, между прочим. Это говорит о том, что в вашей жизни грядут очень нехорошие перемены. Рай во сне – это ад в жизни. Знаете об этом? Да что вы, вас хотели выдать за армянина, так радуйтесь. Вам надо было не просыпаться. Сначала взять у него кольцо с бриллиантами, еще что-нибудь, только после проснуться. Выдают замуж – это нехорошо, и радоваться тут нечему. Выдавание замуж – это к скорой смерти. Так что вы зря очень порадовались, однако, Алла. Увы. Проверьтесь у врача. Это начало очень нехорошего. Так, обычно меня напутствует, успокаивает. И, если честно, я жду ее снов, но бывает редко. Если напутствует, успокаивает, это уже говорит о том, что она просто приходит вам помочь. Тут нечего расшифровывать. Черные длинные волосы – это хорошо, это стабильность, это власть, это хорошая работа и прибыль внезапная. Волосы, вообще густые волосы, или вы снитесь себе бородатые, там, усатые, или с волосами прям такими густыми. Это отличные сны. Это сила, которую приобретаете среди людей. Слитки золота во сне – это к болезни. Вообще золото во сне нехорошо, монеты во сне – это к слезам, к болезни. Так, змеи. Змеи – это неудовлетворенность в сексуальном отношении. Если вы видите просто змей, которые кишат просто вокруг, это ужасная неудовлетворенность в постели. Либо, ну, такой потребность вашу не удовлетворяет партнер, настолько вам хотелось бы, и ваш организм требует вот этого вот. Если змея кидается и жалит, какое место вам ужалило, там начинается болезнь. Если змея жалит за сердце, значит, у вас с сердцем проблемы. Если за голову, значит, с головой будут проблемы, боли какие-то там, сужение сосудов и так далее. Если змеи шипят и просто пытаются напасть, это завистливая толпа, которая пытается с вами расправиться. Так, самолет летел и упал рядом. Это значит катастрофа, которая должна была быть с вашей семьей, не с самолетом связана. Это развод, это разрыв, это разрушение семьи. Если он рядом упал, значит пронесло. Любая катастрофа, которую вы вас не видите, которая рядом случается, это значит пронесло. Так, младенец во сне – это болезнь. Это нехорошая болезнь, и кормление грудью в том числе. Это значит, вы свою болезнь внутри себя развиваете. Беременность, роды, ребенок, кормление – это нехорошие сны. Это говорит о том, что болезнь изнутри вас жрет и усиливается. Если вы ничего с этим не сделаете, то потом будет поздно. Вот о чем говорит ваш сон. Если вы вновь родились, это значит, вам надо очень быть осторожны или отчитать себя от смерти. Потому что вновь рождение и вот подобные сцены, они говорят о завершении жизни.
Страшно, конечно, но это не обязательно говорит о том, что через 2-3 дня человек уйдет. Но это об этом. Это об этом. Поэтому, если вы такое видите, то вам срочно нужно что-нибудь отчитать как-нибудь. И быть очень осторожными. Очень осторожны с током, очень осторожны за рулем или в машине, очень осторожны во всем. Нет такого, чтобы плохой сон не сбывался. Плохой сон обязательно сбудется. Единственное, если вы обратитесь к человеку, который мастер своего дела, и он отчитает, отодвинет, уберет эти духи. Ведь каждый сон – это предупреждение. Понимаете? Да, 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 цунами и вот это все, это говорит о разрушении. Землетрясение, цунами, любая катастрофа. Но если муж гулял с другой, ничего тут такого страшного нет. Это говорит о том, что вы его в жизни не удовлетворяете. И он немножко устал от вас и мало получает любви и тепла. И вам нужно об этом задуматься. Это не измена, но может стать ею. Что? Разбазарила все деньги. Мужчина в черном – это вообще это дух, который вас сопровождает и пытается вам что-то сказать. Но если он вам сказал, значит сказал. Так. Красивые платья, натуральных старинных лес, диваны, все нереальной красоты. Если они были ярких цветов, то это, с одной стороны, хорошо. Это значит, что вы резко подниметесь в жизни, и после этого сна вы и поднялись в жизни, и очень многого добились, изменили. Но в то же самое время это где-то и нагрузка огромная, это где-то и новые трудности в жизни, и, как бы сказать, новая ответственность, которую очень непросто тащить. Так, заплывающий в море, так, в грот с драгоценностями, это значит новые трудности на вашу голову навалятся. Море – это жизнь, драгоценности, камни – это трудности. Ехать в поезде и машине – это к переменам. Это к очень резким новым переменам. А иногда и к переездам. Так, падение это нервотрепка, потеря денег, потеря работы может быть. Но если вы снова восстановились во сне, это значит, вы сможете каким-то образом, вот как вы сказали, вырулите из этой трудности, но будьте готовы, что можете потерять многих, которые рядом с вами. Не физически, а так. О змеях я уже рассказала только что, Марк, минуты 3 назад. Ваша свекровь жива или мертва для начала? Если она мертва, то это очень плохой сон. Это значит, она вас заберет. Вежливая, если вас не вежливые, любящие, даже поцелуи, даже разговоры очень нежные, это в жизни очень сильная, чуть ли не драка, спор, прям горячий. Вот что это означает. Это скандал. Бывший парень, если снится, это значит, вы о нем думаете и тоскуете. Это ни о чем. Сны, в которых что-то показывает человеку, какую-то сцену, что-либо, это да, они о чем-то говорят. А просто если человек снится, что там по дороге идет бывший парень, это еще ни о чем не говорит. Ну, я объяснила уже про змей, пожалуйста, и не надо 500 раз одно и то же спрашивать.
Ну, если покойная бабушка вам сказала, что вы вскоре выйдете замуж, значит, духи вас услышали и отправили ее, чтобы она подтвердила. Плачущий покойник – это значит, что род уничтожается и уходит. В потустороннем мире им не дано право вот так прийти, открыто говорить, вот будет то или будет это, там сделайте так или это. Они определенными какими-то действиями показывают и пытаются предупредить. Если плачущий покойник ваш родственник, значит, в роду будут смерти в скором времени друг за другом. Значит, кто-то изводит этот род. Или у него само проклятие есть у этого рода. Если вы видите, что вы убиваете кого-либо, если вы видите кровь, значит, вы убили ту самую порчу, которая у вас была. И это все закончилось. Убить кого-либо во сне – это покончить, прикончить с плохим. Один и тот же сон каждые 5 лет где-то с детства, а в сентябре видела, как смерть с косой стояла за дверью. Но это не хороший сон, это приходит за вами, и не только за вами. Любой сон, связанный со смертью, с которой или фигура смерти, или смерть с косой, или баба костлявая, это очень плохой сон. Так, после чистки мой враг рядом с ней стоял черт, по ощущениям, он ее охранял. Ну, может, не охранял, а просто пришел возмездие творить, поскольку вы чистку сделали. Если вам все время снятся катастрофы, падающие самолеты или переворачивающиеся там эти пароходы и прочее, прочее, это значит, в вашей жизни будет скоро очень нехорошо. Это значит, что в вашей жизни либо все время катастрофы, либо предстоит очень страшная катастрофа. Именно в семье. Над городом летает самолет и начинает бомбить его. Это, знаете как, период вашей жизни постоянных проблем и бедствий. И вы не сможете, как, знаете, голову поднять оттуда. Настолько часто они будут на вашу голову падать. Доброй ночи. Защищать детей от змей, если они кусают, жалят, это значит, вашу семью хотят разрушить. Это значит, пытаются настроить ваших детей против вас. Это значит, только ваша сила защищает ваш семейный покой. Это сплетни, это интриги, это желание вам навредить. Может быть и подклад. Если упали с обрыва, падение в жизни, трудности, разрыв отношений, душевные, даже иногда это душевная болезнь бывает, или настоящая болезнь физиологическая. Это падение, это крах. Дальше. Это нехорошо, Елена, что вы последнюю секунду тормозите перед обрывом. Это вас предупреждает, что этот обрыв все-таки есть. Пока что эти силы вас как бы охраняют и не дают вам упасть и все потерять, но вы должны насторожиться и понять, в чем причина. Может быть, в документации кто-то пытается фальшивить, может, кто-то пытается вас подставить, понимаете? Вам все время показывают этот обрыв, что он есть, но вам нужно быть осторожнее. Психически больной – это на самом деле правильный выбор в жизни. Видеть себя психически больной, ненормальной или делающей непонятные вещи – это значит, в жизни вы начали делать правильные вещи, начали прислушиваться к своему разуму. В жизни наоборот у вас. Есть сны, которые в жизни на самом деле совсем обратный эффект дают. Покойный отец о чем-то говорил, сгнивший до костей, потолки сидела что-то крылатое, типа летучий мышь, вампир. Что-то все время чирикало. Это нехороший сон. Это плохой сон. Вы практически попали в это измерение. Гниение, кости. Это чья-то смерть еще в семье. Вот и он пришел. Допустили его к вам.
Если вы все время видите себя в тюрьме, в концлагере, убегающий от чего-то, от каких-то черных теней и прочее, прочее, это значит, вам кто-то наводит проклятие. Причем проклятие на смерть. Корабль, если этот корабль на спокойных водах, это равновесие в жизни, это спокойствие, это стабильность жизни. Корабль вообще это очень хорошо. Это сон, который говорит о том, что вы уже крепко стоите на ногах и двигаетесь как бы вольготно, спокойно к своей цели. Но смотря на каких водах, на мутных водах, значит, еще пока есть опасности. Я когда приезжала, то есть собиралась в Москву, я видела корабль, который шел по камням, по острым камням, и так грохотал, просто так бился об эти камни. Корабль – это сама жизнь. И я говорю, да что ж такое за корабль такой? Корабль же все-таки плывет по морю. Что это за корабль, который ходит по камням? А потом сразу этот корабль падает в Индийский океан. Я вижу Индию, богатую, красивую. Индия всегда была в древних легендах как предел мечтаний. То есть, ну, как бы мечта сбылась. Вот Индия с такими богатыми дворцами и прочее, прочее. И я потом поняла, к чему был этот сон. Мне просто показали, что вначале будет очень больно, очень тяжело, но потом наступит стабильность и то, что я хочу. Вот, собственно говоря, смотря какая была вода под этим кораблем. Так, спрашивали, кто ты такая. Белым сказали, это дочь Мария. Маму мою звали Зоя. Алена, знаете, как может быть? Очень может быть, что это, как вам сказать, предок ваш, то есть эта женщина родоначальница рода, может вот изначально вашу прапрапрабабушку, которая создала этот род, от которой пошли ваша бабушка, прабабушка, ее звали Мария. И поэтому символически называют вас дочерью Марии. То есть дочерью той женщины, которая изначально самая первая в роду была, вот ее именем и называют. И по сути так и есть, вы же ее дочь. То есть через много поколений, понимаете, ее потомок. Ну вот если умершая свекровь вам сказала, пошли со мной, мне кажется, тут и расшифровывать не надо. Это значит, она вас скоро заберет. Плавание, это значит, вы хорошо справляетесь со своими трудностями, пока что можете выплывать, то есть выйти, вырулить. Я не буду отвечать на вопрос, где так. Сон. Сон и сон. До свидания. Научитесь вежливо по-человечески спрашивать. Никто вам здесь не в ресторане сидите, заказы не раздавайте. Не так спрашивают у человека. Сон. Все, идите мимо. Ну вот, случилось и случилось, да. Пророческие сны тоже бывают. Но если ей приснилось, что ей годика 3, это значит, ее жизнь не развивается, что ее жизнь идет как-то, знаете, спонтанно. То есть развития в жизни нет. Она себя видит маленькой. Нету продвижения в жизни. Сны не снятся, значит не снятся. Зачем вы пишете мне это? Мне это интересно, скажите мне. Пожалуйста. Ключ подарили, отличный сон. Это значит, вы скоро поймете, в чем ваше предназначение, или вам это покажут, дадут, и это будет стабильность на всю жизнь. Так, под шкурой. Но обычно такие сны, в которых вам говорят, все будет хорошо, не бойся и так далее, это, как правило, стражники. Это, как правило, силы, которые приходят к вам на помощь. И все, что они говорят, в жизни сбывается. Море – это стабильность, море – это жизнь, спокойствие. Если вам мешает купаться в море все время, это значит, вы
еще не поставили основу стабильной жизни. И вам еще рано отдыхать, расслабляться. Вот о чем сон. Только крест в машине – это очень плохо. Это значит, что с этой машиной что-то связано нехорошее. Послушайте, я не буду расшифровывать одно и то же. Что такое, почему, как будто я упала на кровать. Я уже сказала, почему человек во сне резко просыпается, как будто бы от чего-то, откуда-то падает. Я что, буду 100 раз одно и то же говорить? Здравствуйте, спасибо. Это значит, что вы очень ведомый человек, если хотят выстрелить вам в голову, что все время внедряют свои мысли, и вы живете не своей головой. Что вы все время оглядываетесь на людей, что они вам скажут, как они вам скажут и так далее. Но если она, свекровь вас ругает, вообще во сне, если снятся покойники и что-то просят или ругаются, что, мол, вот это хотела и так далее, купите какую-нибудь юбку и отдайте какой-нибудь бедной женщине. Или отнесите на кладбище, оставьте там, пускай забирают. Или договоритесь с кем-то, у кого близкие умрут, положите им в гроб эту юбку для своей свекрови. Сделайте то, что она попросила. Так, во сне бегала по коридорам, неизвестно искала квартиру родителей. Давно уже умерли. Стала бежать вверх по лестнице, сбывая имена толпа детей. Толпа детей – это нехорошо во сне. Толпа детей – это демоны, как правило, низкого астрала, бесы их называют. И если вы искали квартиру родителей, это значит, они вас хотят туда забрать. И вот вы и искали, где они, где их квартира. Она уже под землей, понимаете? Марк, смотря какие снимки, очень может быть, что вам показали будущее, что вас куда-то пригласят, что будет какая-то фотосессия, что будет что-то новое в жизни, вообще снимки и так далее, и так далее. Это как бы фиксируется время, фиксируются некие действия, которые будут в будущем, смотря какие, смотря что вы там делали. Куриные яйца вообще снятся к порчам, потому что скатывали раньше в старину куриными яйцами. И сейчас есть некоторые такие кустарные методы. Я уже сказала, к чему снится плачущий покойник. Это снится к тому, что вся семья друг за другом будет уходить. Уже говорю, вы каким местом слушаете? Вопрос задаете, потом имейте, значит, терпение и выслушать ответ. Я не знаю, кто вам там сказал, ты думаешь, помогут или не думаешь. Очень может быть, что это некая демоническая сущность, которая прошептала в ухо. Но мало ли, что вам во сне там сказали. Я говорю о тех картинах, которые очень ярко проявляются во сне, и что они означают. Дальше. Кража во сне – это значит неудовлетворенность в жизни. Неважно, что вы там украли, мыльные пузыри – это абсолютно бесполезные хлопоты, это связанные надежды с человеком, который их не оправдает и так далее. Да, если змея кусает в одно какое-либо место, это место, значит, ну, скажем так, должно быть обследовано. Нехорошо, что бабка так сказала. Это значит, у вашего ребенка всю жизнь будет двоякое состояние. Он не сможет определиться по жизни, раз уж там 33 души. Ой, Господи, ругайтесь с дьяволом. Хорошая мечта, конечно. Но мне кажется, дьяволу абсолютно начихать на всех нас, которые с ним хотят ругаться. Дьявол во сне – это деньги. Деньги, которые вам судьба дает, но вы не умеете их принимать и правильно распоряжаться. Вот что означает ругаться с дьяволом.
Пещера, экспедиция– это искание себя. Вы до сих пор еще не совсем поняли, что вы хотели бы в жизни. Хотя вроде бы определились, вроде бы все как надо, но не до конца. Живые и мертвые вместе в бабушкиной квартире, это означает, что род ваш вырождается, и часто будут покойники в вашей семье и в вашем роду. Взлет во сне– это хорошо. И это подняться над проблемами, это решение проблем в вашу пользу. Новое жилье означает, что вы еще долго будете задерживаться в старом месте, что у вас стабильность пока еще никак не наступает. Покойники вообще не очень хорошо. Кошки, смотря какие. Если бездомные кошки голодные к бедности, это значит, что некий портал открыт в вашей жизни, и все же, все, что вы зарабатываете, куда-то уходит постоянно вот этим голодным кошкам, которые вам во сне приснились. Если ваша бабушка видит вас выходящей замуж в свадебном платье, значит, вы скоро умрете. Извините, что я вас пугаю, но это так. Свадьба, замужество во сне– это к смерти. Так. Чему снится стоять на берегу моря или реки? На берегу река или море– это жизнь. На берегу стоять– это значит стабильность ваша практически уже здесь, но вы не умеете эту стабильность притягивать в жизнь. Что она у вас есть. Большой корабль уже было сказано. 500 раз не задавайте один и тот же вопрос. Или если не умеете слушать, значит вообще не задавайте. Послушайте, то, что вам во сне сказали, мы не это расшифровываем. Во сне могут сказать любой бред, что надо заменить душу и так далее. Заменить душу– это значит, надо пересмотреть свои взгляды на жизнь и поменять себя. Вот, то есть обновить себя как человек. Значит, то, что вы до этого делали, как жили, неправильно. Блохи, блохи– это мелкие и большие проблемы. И мелкие большие сплетни, то есть слухи неприятные такие, которые вас задевают, и вы слишком чувствительны к этим всем блохам, скачущим вокруг, собственно говоря. Блохи– это такие мелкие проблемы и мелкие сплетни с людьми. Мелочь. То есть отсейте от себя ненужных людей. Вот о чем речь. Очистите жизнь от них. Ломали стены во сне? Это значит, вы скоро поставите точку в одном вопросе, в котором долго не решались. И Вселенная вам в этом поможет. То есть резко это все разорвется и исправится. Сломаете эту стену, эту трудность, перейдете, которую вы уже, наверное, года 3 не можете никак закончить. Нет, нет, я не вам говорила насчет змей. Насчет змей еще задали вопрос 500 раз. Так. Моя племянница вам приснилась? С чего это? Очень интересно. Ну, значит, она тоже снится к хорошему. Семейная икона нехорошо. Икона вообще во сне нехорошо. Это к чьей-то смерти, к чьей-то болезни. К чему снится собака, которая укусила? Вообще, укус собаки или собака бешеная, или та, которая укусила, это к врагам. Это значит внезапный удар от врагов. Ждите. Мука это нехорошо. Мука это измена. Измена, которая приведет к расставанию. Мука, всегда бабушка моя говорила, мука во сне это нехорошо.
Плакали во сне, значит, у вас все эти отрицательные эмоции вышли, значит, вы уже готовы к определенным действиям, смелым. Если вам снятся одни и те же места, которые вы не были, но вам кажется ощущение, что вы здесь жили когда-то, значит, до рождения вашего ваша душа там обитала. Вот поэтому эти места очень до боли знакомы. Если вам четко, громко сказали ваше имя, это нехорошо. Обычно смерть говорит имя человека четко и громко. Что значит сон во сне? Это значит, что вы к жизни несерьезно относитесь, что вы живете на автопилоте. Серебряные золотые ложки, золотые цепочки. Выбрал, в этом помогала моя покойная мама. Нехорошо. Нехороший сон. Наверное, надо вам провериться. Цепочки, прочее. Это очень много мелких, больших проблем, трудностей. Нехороший сон. Кисть руки видеть толще. Это значит, что вы бессильны перед какими-то проблемами или не хотите ничего делать, руки вас не слушаются. То есть ваша воля скована, закрыта. Скажите, если приснился, что недавно умерший знакомый спрашивал меня и записывал фамилию, заберет вашего бывшего мужа, значит, в скором времени. Записывать фамилию человека, если приходит или спрашивает, как его фамилия или как его зовут, и если этот спрашивающий покойник, не знаю, есть ли у меня в планах когда-нибудь издать сонник. Пока не считаю, что это настолько важное дело. Вообще кольцо подбирать бабушкин это не так плохо. Это некая защита от предков, который к вам придет. Но смотря в каких отношениях вы были с этой бабушкой, тоже имеет большое значение. Это резкие перемены, к которым вам придется привыкать. Плач это во сне, это решимость в жизни. Если плывете на большом корабле, это хороший сон. Это значит, вы вырветесь вперед, они останутся за вами. Река, тем более, это жизнь, это быстротечная жизнь и полноценная жизнь. Так, скажите, приснился, что мой покойный отец был дождь, он подъехал к остановке на бричке с конем. Туда пришли люди, сели, и он их подвез, был в плаще. Их подвез или вас? Кого подвез, те умрут. Если там есть знакомые лица, значит, их скоро не станет. Знаменитости и так далее нехорошо. Любая знаменитость или великий человек – это к большим потрясениям в жизни. Мой покойный дядя зашел домой с ящиком полным груш. Вот это плохо. Груши, яблоки и так далее – это слезы, это переживания и смерти. Покойники, которые заходят домой, кого-то забирают, куда-то идут, кого-то целуют, это не хорошие сны. Сейчас я принесу зарядку и продолжим. Извиняюсь. Ну вот насколько хватит, настолько поговорим с вами, а потом, если что, еще проведу подобный эфир. Так. Так, слушай дальше.
Ходьба по кладбищу нехорошо. Вы очень часто оглядываетесь на прошлое, на то, что уже ушло, и вам от этого никакой пользы нет. Выбитый зуб, если там без крови, значит, умрет знакомый человек. Если с кровью, значит, близкий, родной. Дальше. Боже мой, рыжий ягуар нас обнимал. Какая красота меня с пусенком. Но это, наверное, просто продолжение ваших мыслей во сне, не более того. Но если бабушка любила, значит, ее защита получается вместе с кольцом. Если приснилось, которая женщина поступала мне свечу за упокой, что я знаю, кто и что я знаю, плохо ли это. Но если вам вас не сказали, черная кошка, вообще дух черной кошки, это кошка, это посредник между мирами. Если она вам сказала четко, ясно, осталось только адрес написать, еще и фамилию ее, что вам за упокой свечу ставят, вы спрашиваете, плохо ли это? Не, это очень хорошо, прекрасно. Это так приятно, когда тебе свечу ставят за упокой. Странно, конечно. Мне кажется, тут без расшифровки понятно. Чтобы купить сигареты для дедушки, мы купили сигареты и оставили под дерево. Нехороший сон, пусть она себя отчитает. Во сне что-либо купить для покойников – это заболеть. И очень серьезно. К чему снится входить в зеркало и ходить там внутри? Это значит, вы потеряли немного, как вам сказать, ощущение реальности в жизни и отдались волнам судьбы. То есть вы в таком мираже находитесь, в закрытом пространстве, сами не понимаете, куда вас это все ведет. Так. Знала, что этих людей уже нет. Стала на другой стороне, думала, как он был последний похоронен на старом кладбище, так то он как перевозчик, может быть, может быть. Если вас не повезли, значит, повезло вам. Если знакомый смотрит в глаза, смотря какой знакомый, как вы с ним расстались и как вы с ним разговаривали вообще, кто он, какое у вас было отношение. Если это нормальный человек, это всегда предупреждающий сон о чем-либо. Если у вас были плохие отношения, значит, опять предупреждающий о плохом. Она и сынок едут в машине. Так, сейчас. И это значит, она ненавидит твою дочь. И вот эти все посылы в ее сторону более всего ненавидит твою дочь. Объясню почему. Видимо, отец ее любит. И поэтому у нее ревность и ненависть именно к твоей дочери. И желание, чтобы у нее все было плохо. То есть к твоему сыну она относится, ну, постольку-поскольку, так, равнодушно. А к дочери очень плохо относится. Считает, что дочь имеет какое-то влияние на отца. Как-нибудь ее отчитай и сделай ей защиту. А кто были эти люди, которые входили в это жидкое зеркало и исчезали? Если это были люди, которые не очень хорошо к вам расположены, очень может быть, что просто показывали, что против вас вот эти козни не удаются один за другим и исчезают их намерения. Вот о чем может быть этот сон. Если это были люди, которые не очень приятны вам. Александра Ким, вороны к смерти. Особенно каждый день возле дома, это очень плохо. Младенца с бутылки нехороший сон. Болезнь у вас внутри развивается, и эта болезнь усиливается, и вы ее кормите своим телом. Покойного отца видел, заглядывал в окно. Это может быть, он заглядывал за тем, кого заберет следующим.
Может, за мамой. Вас не поймать букет невесты. Кстати, эта традиция поймать букет очень опасная и очень нехорошая. Вот все радуются там, ловят эти букеты. Дорогие друзья, кто поймал букет невесты, всю жизнь будут одиноки. Знайте это. В древние времена, это европейская традиция, невесту ставили возле обрыва, и она кидала из руки, значит, собранные травы, там всякие ветки заговоренные, в которые заговаривалось все ее бедствия, все, что было. Она кидала через себя в обрыв, то есть выкидывала все бедствия, все проблемы в жизни и шла в новую жизнь без этих проблем, без этих бед. И вот оттуда традиция кинуть букет и поймать букет. Так вот, все те, кто поймал букет невесты, одна из них моя сестра, например, всю жизнь будут одиноки. Ни с кем у них жизнь не сложится. Вот так вот. Так что бегите, дуры, бегите ловить букет невесты. Это поймать чьи-то болезни, еще раз говорю. Я вам уже сказала насчет вашей матери. Вы не слышали? Переверните и слушайте. Если выпадают все зубы, значит, все близкие люди, которые рядом с вами, вас предают. Курение во сне – это вообще, как бы сказать, любая плохая привычка во сне – это в жизни резкий пересмотр и переделывать себя. То есть, если вы в жизни чего-то не делаете, а во сне делаете, это значит, вы в жизни решитесь на что-то, на что от себя не ожидали. Печь хлеб, смотря какой хлеб, белый или черный. Белый хлеб – это к стабильности, черный хлеб – это к временным деньгам. А если хлеб был какой-то сладкий и прочее, прочее, это к каким-то проблемам и не к хорошим делам вообще происходящим в семье. Умершая подруга, голая беременная. Я боюсь, как бы умершая подруга еще кого-нибудь не забрала из своей семьи. А то, что она прошла молча, это хорошо. Не надо было ей с вами заговаривать, это опасно для вас. Во сне, что я с глазами могу жить или воспоминать все в случае опасно, могу сжигать как будто бы руками, и знаю об этом. Это значит, что ваше подсознание тут же находит решение любой проблемы. Сжигать – это уничтожать проблему. То есть вам сказали, что вы должны надеяться на свое сознание, что оно вам всегда даст ответ. К чему снится хороший знаком, который со мной было приятное впечатление. Вальс. Это значит, что у вас с ней вместе будут проблемы в жизни. Танцы, пляски во сне – это большие проблемы в жизни. Да. Во сне сильно избивать свою дочь к чему снится. Это значит, в жизни она вас чем-то очень сильно порадует, вы ее будете хвалить. Ведьма снится к переменам. Номер карты, если спросила, значит, в скором времени к этой карте, то есть на эту карту придут определенные суммы, если они не пришли уже. Пьяный покойный отец, смотря как он приснился. Просто если приснился, это ни о чем. А вот что он делал? Вот, да, вот поэтому и приснилось Илона. Если вам снится, что вы должны сдать экзамен, это значит, вы в скором времени встанете перед такой проблемой, которая потребует от вас очень больших усилий. И вам придется эту проблему решать, даже если вы не захотите. Экзамен – это препятствие в жизни. Я про огромную волну уже говорила изначально, в самом начале. Если вы не умеете слушать, значит, не спрашивайте вообще. Видела мужа на белом, улыбка, белый кабриолет, белые розы, голубые небеса, и пел Демис Руссос. Неважно, кто пел,
Но муж ваш может в скором времени умереть. Это очень плохой сон. Если нести на себе собаку, это значит, в скором времени вашему другу понадобится ваша помощь. Но этот человек верный, и вы должны будете ему помочь. Вот вам и показали, что он настоящий друг. Так, дальше. За тобой кто-то гонится, лица не видно, но темные, и ты от него убегаешь. Я уже об этом сказала в начале ролика, что если вы видите, что кто-то за вами гонится и прочее, прочее, это, как правило, наведенное что-то на человека. И этот демон просто, когда ваша душа выходит из тела, начинает за вами гнаться, то есть настигает вас в этот момент. Ну, это вещий сон, Даша, это ни о чем. Это вещий сон. Вы хотели вещий сон. Вот во сне я, собственно, и сказала, что именно должно быть. О чем тут было сейчас? Незнакомые. Нет, здесь ответ был, Ян. Здесь надо читать мне. Что я смотрю, уменьшилось. Это, скорее всего, значит, люди, которые вокруг вас. Не обязательно, чтобы вы их знали, но понимаете, как люди, даже знакомые, иногда снятся совсем в незнакомом виде. Это энергии, сущности, как хотите. Но в любом случае растворение в зеркале – это опасность, которая минует, постоянно мимо вас проходит. Ваша бабушка. Ну, моя бабушка, да, может быть, может успокоить. Она знает мой крутой характер. Какой мой любимый камень? Аквамарин и топаз. Голубой топаз. Как и у всех водолеев. Беременная любовница – это больная женщина, которая недолго проживет. Можете радоваться уже. Лев – это слава. Но слава, признание и достаток, которые придут поздно, после 35 лет обычно. Всю свою жизнь с малых лет мне снятся львы в разном качестве. Всю свою жизнь, сколько себя помню, одни львы да львы. И, ну, во-первых, тотемные животные, изображенные на гербе моего рода, это лев. И лев – это царственность, это величие, спокойствие, но это поздняя слава, если можно так сказать. Семейные пары у негров, оба седые, чтобы я сожгла трехлетнего своего сына, съела обгорелую руку, тогда я избавлюсь от астмы. Какой интересный сон. Если вам вообще сказано о смерти ребенка, об убийстве ребенка, о жертвоприношении ребенка, это говорит о том, что вы должны очень осторожны быть насчет своего ребенка. Если куда-нибудь отправляете в лагерь или еще куда-нибудь, значит, или перед этим изучите, что за лагерь, или не отправляйте никуда. Это не хороший сон. Это предостережение, что с ним может что-то случиться. Перед старым большим домом стоял всем черным. Чура зашла в домой, ходила, обошлась, общалась, это была просьба людей помочь. Ничего не поняла, извините. Ни хрена не поняла. Каким людям помочь? Никаким людям вы помогать не сможете. Черные, черные, черные – это все препятствия в жизни, трудности. Черный дом – это вообще смертельная болезнь. Чистая вода в реке – жизнь. Жизнь очистилась. Река – это жизнь. Река жизни, мы говорим. Река протекает между миром живых и мертвых. Поэтому жизнь сравнивали с рекой. Дальше. Это значит, у кого-то есть глаз на вашу квартиру и на вашу жизнь. Клопы
какие-то мелкие, большие проблемы, трудности, сплетни, ненужные люди, которых вы никак не уберете из своей жизни и так далее, и так далее. Часто сидите за партой, это значит, вы незрелый человек. Вам нужно очень много еще понять, осознать внутри себя. Вы слишком спешите, не изучив то, к чему стремитесь. Смотря какие числа. Если определенное число снится, значит, через там столько-то дней или столько-то недель или столько месяцев у вас кое-что случится. Но именно в месяцах ограничьтесь, не годы. Господи, поменьше смотрите ужастики, и монстры, обстреливающие вас, не приснятся. К трудностям эти все. Апокалипсисы, катастрофы, это в доме нервотрепка, разговор, спор и так далее. Это не хороший сон. Кошка, умершая, пришла с котятами. Это проблемы и денежные, финансовые трудности. Сейчас уже начните этим заниматься, чтобы к этому не прийти. Свекровь белым исподним у меня в квартире. Она умерла? Если она умерла, то это очень плохо. Это к болезням. Чаша и любовь. Туз чаша означает встреча с человеком, с которым у вас будут отношения. На свадьбе бывшего мужа умрет ваш бывший муж в скором времени. Хороший сон вам приснился. Я уже вам ответила, да, насчет зеркал. Коты или кошки в каком обличии? Вот в каком обличии? Если они толстые, круглые, упитанные, это стабильность в скором времени. Если облезлые, худые, это нехватка денег, это постоянные денежные проблемы. Во сне ведьмы это к переменам, к хорошим. Львы, я уже говорила, к чему львы снятся. Львы снятся к поздней славе, если они часто снятся, а не один раз. Один раз это может быть просто везение определенное. Дальше. Черный паук, вообще паук, это вестник. Если на вас кидают черного паука, значит, внезапно весть вас обрадует. Паук во сне, как бы страшно он не смотрелся, но это вестник. Почему вы ломились домой к своему покойному отцу? Он был не рад. Конечно, не рад, потому что вы смерть себе ищете. И учтите, что это не хороший сон. Это значит, врата открыты, и почему-то вас предупреждают, что вас может не стать. Значит, осторожнее живите. Когда незнакомый мужчина открывает мою дверь, сзади меня какой-то громко говорит: закрой дверь, после кошка принесла мне ключи. Если один говорит открой, открывает, а другой говорит закрой, это значит опасность. Кошка, ключи и так далее. Не доверяйте денежное дело никому. Не говорите, что вы хотите что-то купить или что-то продать. Это говорит о грабеже, о воровстве, о лихих людях, о преступниках. Если умер родственник, его хоронят, значит, он проживет долго. Во сне снятся кошки черные, которые нападают, рвут. Не могу никак побороть кровь. И моя, и их иголки в ногах. Это порчи. Мы об этом уже с вами говорили. Кошки черные, это порчи, это посылы. К чему приснилось, в лагерь посадили? Не совсем понимаю. В тюрьму? Это значит, по неволе вам придется делать то, что вам не нравится. Мне интересно, как они пишут вопрос, я хочу понять.
Снилось очень хорошо, правильно вас заблокировали. Дальше. Скальпель во сне. Скальпель для кровопускания. Если я так сказала, значит, я намекнула, что надо тебе от чего-то очищаться. Накопилось много отрицательной черной энергии, значит. Дальше. Сказал, ты же умер. Он ответил, ладно, я пошел обратно. Мне крикнул Свет, передавай привет папе, он умер. Покойные, если они приходят и вас не трогают, уходят, они просто хотят что-то сказать, что-то объяснить. Может, он приснился в какой-то такой момент трудный. И после этого что-то случилось в вашей жизни. Вот если покойники снятся, они предупреждают от чего-то нас. Поэтому посмотрите, если после этого у вас что-то случилось, значит, он пришел вас предупредить. Поле мерзлая капуста, я пройти не могу, и ноги в крови. Ноги в крови – это значит, то дело, которое вы хотите, не принесет никакого дохода, и поэтому вам лучше это приостановить. Капуста, поле, холод, мороз – это опасность. Это люди ненужные, которые вокруг вас собраны, вы их собрали. И надо вам срочно делать чистку в вашей жизни, убрать ненужных людей, поменьше довериться о каком-то важном деле, потому что вокруг вас опасность. Умерший брат, общалась на кладбище с ним, спросила, когда снова могу поговорить. Он сказал, что 12, 13 или 14 в каждом месяце они встают. Что это может значить? Это может значить, что эти числа и цифры для вас нехорошие. 12, 13, 14. Вы спросили, когда мы сможем с тобой поговорить? И он вам назвал число 12, 13 или 14. То есть через 12 лет, 13 или 14 лет. Вот о чем он сказал. Так, родители купила, потому что там жила ведьма. Моя кровать была над тем местом, где был пробит потолок. Это была реальность или сон, я не совсем поняла. Задайте вопрос четче, пожалуйста. Всевидящее око в этом треугольнике – это знак денег. И если вам сказали, иди сюда, ты там ни к чему не научишься, это значит, вот эта денежная сила начала покровительствовать. И вам просто сказали, объяснили, что только поняв, как заработать деньги, да, вы научитесь жить правильно. То есть иди к деньгам, зарабатывай деньги, только там твое место. Это хороший сон. Мне приснилась Фортуна, звала сделать ритуал. Фортуна, она всегда хорошо. Фортуна – это ее покровительство, это ее внимание в вашу сторону. Конечно, хороший сон. Пожалуйста, если иностранный певец, который часто слушаю, певцы, известные личности и так далее, они снятся нехорошим вещам в вашей жизни. Перед началом Великой Отечественной войны многие видели вас не то Цезаря, то Александра Македонского, все время говорили. Я снилась, это хорошо, это к переменам. Про чужой город я уже ответила, а вы даже не поняли, снова задаете. Секс с мужем, если снится, это очень хороший сон, прекрасный сон. Все бабы об этом мечтают. Но хорошо бы, если бы не только во сне, а еще и в жизни это было. Секс с мужем – это разговор и спор в жизни. С ним же. Бабушка села на вашу кровать. Плохо. Проверьтесь у врача.
Так, если вам дочь снится, которую вы пытаетесь спасти, которая горит в огне и так далее, это значит, что ваш ребенок может рано умереть. И вам нужно и к врачам водить, и очень осторожно быть, и вообще заговорить от смерти желательно. Это вам приходит предостережение, что с ним может случиться такое. Бумажные деньги и золотое украшение подарить во сне – это отдать, передать проблемы вам. Очень может быть, что эта женщина вам подклад сделает или перекинула на вас свои проблемы. Если вы разговариваете с хозяином погоста, вы можете умереть в ближайшее время. Учтите это. Потому что разговор с хозяином погоста – это значит, вы стали уже покойной, и вы с ним беседуете. Это я вам говорю не для того, чтобы вы падали в обморок и плакали, а потому что есть множество подаренных мной ритуалов, которые вы можете совершить, спасая себя. Это вам предупреждение. Извините, давайте вот этих бывших мужей, кто о тебе думает, снится, мне это уже не интересно. Эту херню сюда не пишите. Пишите то, что я должна прочитать и ответить. Снится, думает обо мне, да и чихать, думает он о вас или нет. Руны, смотря какие руны. Руны вообще скандинавский знак, и это значит, суровость в вашей жизни наступает. Наступает такой момент, когда судьба будет зорко за вами следить. Если человек вас не улыбается, с которым вы ссорились, значит, готовит для вас очень нехорошую вещь в скором времени. Кто сказал, что ведьма – это ведущая мать? Не надо за меня здесь принимать какие-то непонятные там расшифровки. Ведьма – это поклонница бога Виданы, богини Виданы. Это нехорошо. Если нарывы, а там какие-то глаза. Это сглаз и зависть людей, который приведет вас опять к денежным потерям и большим. Алиса, мы с вами уже говорили, и одно и то же, пожалуйста, не пишите здесь. Я уже вам ответила. Почему вам не снится муж, почему снится сыну? Давайте, вот эта расшифровка сна, по-вашему, вы сейчас занимаете мое время для чего? Здесь сны, расшифровка сна, сон описывает человек. Я объясняю, что это означает. Вы говорите, почему он мне не снится? Причем здесь расшифровка сна? Объясните мне, пожалуйста. У него спросите, почему он вам не снится? Задавить крысу – это выявить сплетницу и доносчицу, и узнать, то есть выявить источник доноса и справиться с ней. Это хороший сон. Ай, покойная бабушка или рядом – это к смерти. Тем более взяли деньги. Крыса – это некая беда, бедствие, которое войдет в вашу жизнь, в вашу семью и выведет из равновесия вас всех. Тараканы – это к бедности, безденежью. К чему снится знакомый мужчина? Может, вы о нем думали. Если после того, как он приснился, у вас что-то случится в жизни, хорошее или плохое, вы уже будете знать, к чему он обычно снится, от чего он обычно предупреждает. Бумажные деньги – это к трудностям. Вообще деньги нехорошо во сне. Вот она вам и сказала. Свои трудности я уже забрала. Это твои, она сказала. Кошка во сне, которая выжила, это значит будет очень
серьезная проблема, но после этого выживете, выстоите. Вам говорят заранее, чтобы вы не боялись. Часто снится отчий дом, издалека не могу в него попасть. Так, видела маму на балконе, к ней по внешней лестнице поднималась моя старшая дочь, но не дошла. Отчитайте ее, пока не поздно, если она идет в дом к покойникам. Большие красивые цветные птицы райские. Это к новым знакомствам, которые вам принесут много хорошего в жизни. Пересуды – это значит, от вас отстанут в скором времени. Плохое во сне – это наоборот в жизни. Приснилось мухи, даже одна летала, землетрясение показывала умершая знакомая. Землетрясение, я уже сказала, это очень сильное потрясение в жизни. Мухи – назойливые люди, ненужные люди. Приснилось, что я, мама и тетя привезли к вам в дом труп моего брата, чтобы знать причину его смерти. Вы ответили ему: давайте быстрее, а то он плохо уже пахнет. Нормальный сон. Трупы и прочее, прочее, это говорит о проблемах, которые люди на меня сваливают. И вам просто во сне приснилось, что вам придется с некой проблемой обратиться, опять же, свалить на меня проблему. Так, афера, забрание кошелька и прочее, это афера. Но в то же самое время кто-то, кто хотел вам навредить, заберет себе ваши проблемы вместо того, чтобы навредить. Я им сказала в 3 церквах поставить свечи за упокой бабушки. Херню вы сказали. Причем здесь церкви за упокой? Вы думаете, после этого они вам ничего не сделают? Ошибаетесь очень сильно. Два паспорта. А я вам говорила, Лаура, что он где-то есть и скрывается под чужим именем. Помните? Вот он вам и приснился с 2 паспортами. То есть он показал, что он как бы тот и не совсем тот. Если ваш бывший муж вас обнимает, значит, в скором времени вы столкнетесь с ним интересами. Объясните, к чему умершая коллега, она умерла. Ну, к чему снится? Что она говорит? Просто стоит или что-то говорит? Госпожа Ирина, про землетрясение я уже ответила. Вы, когда спрашиваете, слушаете или нет? Или просто написали и забыли? Я ничего не поняла, что значит я наяву видела ведьму, что это значит. Ничего не поняла. Ничего. Пишите внятнее, пожалуйста. Но если я в жизни очень сердитая, то есть во сне, значит, в жизни что-то хорошее подарю миру. Я уже сказала, к чему вас во сне громко зовут. Господи, все. В белом платье, если это подвенечное платье, это нехорошо. Это предупреждающий сон. Преследование парня черным. Опасность у нее. Опасность смертельная. Не отпускайте никуда в ближайшее время. Я уже сказала, если цифры снятся, любые цифры, это к чему-то.
Либо это через 777 дней случится, либо через 66 дней, понимаете, или 6 месяцев и так далее. Цифры снятся к чему-то, к какой-то дате. Все, Ирина, вы в черном списке. До свидания со своими мухами. Все. Это не имеет значения, куда он пошел сдавать экзамены, что он пошел делать. Я сказала, к чему снятся лагерь и тюрьма. Различными блюдами накрывать на стол к чьей-то смерти из родных. Уже сказала, что такое кормить ребенка грудью. Кто-нибудь меня слышит? Алло. Свекровь забирает мужа, это значит настраивает она. Что-то делает, начитывает, куда-то ходит. Так, дальше. Дворцовый зал, все стоят на коленях. Это значит, что время и пространство подчиняются вам. Если раньше что-то у вас не получалось, сейчас у вас начинает получаться. Ирина, вы в черном списке. До свидания. Окна и двери закрывать и открывать, это значит, что лишние люди, ненужные люди в вашей жизни присутствуют. И вы от них никак не можете избавиться. Тронный зал, красивая женщина, это может быть еще и смерть, Валентина. И если она сказала, что ты здесь делаешь, значит, скорее всего, вы просто увидели царство смерти. Дракон – это мощь и сила. Летать – это подняться над проблемами. Это значит новый период жизни. Волки – это враги, это коварные люди. Это люди, которые будут из-под тишка бить. Высокопоставленные политики и вообще люди, известные, знаменитые, это не хорошие сны. Это всегда перед кризисом и крахами снятся. Во сне надели золотую корону, это хорошо. Это значит, то, что вы давно хотели, сбудется. А именно, наверное, в карьере или где именно вы работаете или к чему стремитесь, вы достигнете успеха. Вам дадут, как этот успех приблизить. 40 черных свечей горящих – это нехороший сон. Это значит, через 40 дней либо у вас будет смерть, либо начало смерти, болезнь начнется. Отчитайте себя. Ловишь рыбу, вытаскиваешь это сплетникам, даешь повод посплетничать и говорить очень много ненужного. Кладбище за шиворотки дали землю, родственники моей свекрови на смерть вам делают. И это порча на смерть. Что за Анатолий? Я даже не прочитала, где этот Анатолий, если честно. А я и не увидела его. Что он написал? Если взрослый сын снится маленьким, значит, в его жизни нет прогресса. Все стоит на месте. Спасибо. Зажимает двигающаяся меня на проем двери люкна. Успевает ставить. Умерла она в глубокой старости от болезни. Сны, которые у вас были в детстве, какое имеет отношение к сегодняшнему дню? Значит, она вас охраняет, если она вам помогла во сне. Обняла, поцеловала в лоб, покойная бабушка к смерти. Когда я говорю к смерти, это не значит, завтра вы помрете. Это значит вам предупреждение, что она к вам приближается. Сделайте, что сможете. Сильно поругались с человеком, в жизни с ним поговорите очень серьезно и полюбовно.
Покойная бабушка обнимала, я понимаю во сне, что не она это к смерти, а обложила таким матом. Не имеет значения, чем обложили. Отчитаться нужно от смерти. Объятие покойников нехорошо. Змея меня не тронула, ползала рядом по женщине. Змея — это сексуальная удовлетворенность, поэтому и снится. Это хорошо, Лена. Все, мне уже надоело ваши вот эти... Так. Давайте более такие серьезные. Снится высокий зеленый лес к стабильности, к хорошей жизни, к богатой жизни в скором времени. Колодец, чистая вода и так далее. Это хороший сон. Это к хорошей стабильной жизни. Кошки, если они толстые такие, упитанные, красивые кошки, это благополучие в семью. После смерти свекровь просила, чтобы сходила в церковь до 40 дней и заказала молитву. Но, скорее всего, ей не хватало внимания, энергии в этом мире. Все, вот всякую абсурд я обсуждать не буду. Зубы потерять — это потерять близких и родных. Это значит, что как только вы начнете в этой жизни подниматься, вы потеряете тех людей, которых считали друзьями, но им ваш взлет будет неприятен. Седые волосы — это к болезни, к потерям. Это очень плохой сон. Похороны, смотря чьи похороны. Чьи похороны увидели, тот долго будет жить. Нехорошо обнимать мертвых во сне. Это плохие предупреждения. Они обычно снятся к людям, которые тоже скоро уйдут. Землетрясение — это в жизни к разрушению семьи, карьеры и прочее. Предупреждение вам. Уже сказала про зубы ёпарасете 50 раз. Старый дом и ломающееся дерево — это стабильность начинает у вас трещать по швам. Касатки вообще это носители какой-то мечты, чего-то нового и хорошего. Если парень вам приснился, это значит к новой встрече. Угощал конфетами, и эту конфету вы взяли, это нехорошо. Ничего веселого нет. Я не могу знать, от чего ваша смерть может наступить, Жанна, чтобы я вам советы раздавала. Это смотреть нужно. Это значит, что вас отрезвит некое предательство, вы очень долго будете приходить в себя. Убегайте от умершего отца — это нехорошо. Это значит, он вас преследует и хочет забрать. Все, дорогие друзья. Уже садится батарея. Как-нибудь с вами еще проведем прямой эфир. Мы уже с вами 2 часа почти проводим этот эфир. Те, которым интересно, перемотайте.
прослушайте, и многое, что я рассказала, вы найдете в ответах. Большая просьба, пожалуйста, не нужно писать